Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Кварт.ua. Я там говорил в предыдущем ролике, что хочу вам показать нового АМа, там где у меня в топ-3 он зашел. Но, я хочу попробовать перезаписать этот ролик и сделать его более эпичным, с более лучшими предметами и, скажем так, с более прощупанным патчем. Вот как-то так. Вот как-то так выразить. Потому что тот АМ, которого я записывал в прошлый раз и отлетел в топ-3, там были некоторые абсурды, некоторые плохие решения и тому подобное. То есть я просто прощупывал максимально патч и думал, как же сделать лучше. Так вот, что я думаю на эту игру? Во-первых, я либо буду играть через мехов-гоблинов, то есть по стандарту, да, либо же я буду играть через эльфов, либо через орков, то есть через то, что мне будет идти. В идеале бы это, конечно, чтобы мне Луна второго уровня пришла вот сейчас в ближайшее время, но так как она мне уже не пришла, поэтому можно попробовать, знаете, как сделать? Тут есть шаман легендарный, орк. И по идее можно взять панду сейчас поставить синергию орков, чтобы была раса орков. И есть шанс, там небольшой, конечно, что кто-то из орков не придет, но будем рассчитывать, что это будет легендарная фигура. Но. 50 на 50. 50 на 50. Ну как 50 на 50? 6% шанс, что мне выпадет какой-нибудь орк. И 6% шанс, что мне выпадет какая-то панда. Ну, в общем. Рандом сейчас лютейший. Кому-то падает на 5-м раунде вертолет. А кто-то я, которому падает губозакаточная машина, а не вертолетик. Ладно. Не знаю, что будет приходить, от этого оттолкнусь уже. Это уже как бы не особо влияет. Мне бы, в принципе, хотелось и на шаманах сыграть. Мне, в принципе, хотелось бы и на орках сыграть. Мне, в принципе... Короче, мне... На всем чем угодно хотелось бы сыграть, лишь бы оно шло, лишь бы было хорошо. Потому что мета нежити вот в этом патче сейчас кайфует. Кайфует на такой процент побед, что просто диву даешься. Ну, конечно, разработчики, как я уже говорил в предыдущем ролике, не слушают свою комьюнити. Не знаю, кого они слушают. Каким данным они там... Они плохо. На какие данные они там ссылаются и все такое. То есть мне это непонятно. На что они ссылаются, как они ссылаются, что они делают, что они не делают. Так себе предмет, конечно. Ну, Мьёльнир еще более-менее, конечно, предмет, но это все-таки такое себе. В общем, в предыдущем ролике я говорил, что я выпущу видеообзор по поводу этого патча нового, но я его не выпустил, потому что когда я пересмотрел его, ну, получилась какая-то, честно, лажа, а не видеообзор. Поэтому... Я выложу видеообзор, я детально все красиво, грамотно сделаю, чтобы это было прикольно, информативно, а не с кучей воды. И я не хочу выпускать огромные, хотя на самом деле патч очень много изменений ввел, множество моментов поменял, и я бы сказал, даже сломал немного игру, потому что нежить сейчас играет в любой вариации, грубо говоря, потому что ну, нежить, есть сломанная муэрта, есть в целом нежить, которая комбинация минус 50% КП. Короче. Я даже об этом говорить не хочу, потому что нежить как осталась имбовой, так и осталась. Ну, а вот шаманов, мне за шаманов обидно. Потому что нежить стала намного тяжелее контролить. Ну, ладно. Играем на том, что есть. Возьму уровень, может мне повезет, мне ранее АМ придет. В целом, я либо буду играть сейчас через орков, потом перестроюсь в шаманов, либо же я кунг-фу докину. Вот, кстати, за кунг-фу я рад. На кунг-фу сейчас стало намного приятнее играть. Это стало не такой уж и сломанной синергией, хотя на самом деле кунг-фу все равно сломанная синергия, потому что, ну извините меня, но уничтожает предметы. А есть МК, который в 4-м тире сейчас, хотя на самом деле, если хороших предметов не будет, то МК не настолько уж и опасен. Поэтому палка о двух концах. Тут меня чел, конечно, вынес неплохо. Обидненько. Обидненько, что ты меня, конечно, вынес, ну ладно. Ну ладно, мы как-то с этим... СФ неплохо. Мы с этим как-то разберемся. Мне, кстати, АМ хоть и нравится новый, но у него как-то слишком много своего стокового сопротивления. 40% магического сопротивления. Вы накидываете ему шар бездны, у него там за 80% переваливает магическое сопротивление, и маг тебе абсолютно ничего не может сделать. Как по мне, это немного бредово. Слишком много стокового сопротивления. Это, конечно, не Джаггер, у которого 80% сопротивления со способности. Ну ладно, уже такое. Молимся всем богам, чтобы мне пришел АМ. Молимся, давайте. Приди мне, АМ, ранний. Вот как моим противникам на 5-м раунде приходит, вот и мне давай. Ну, 2 друида это, конечно, хорошо. 2 друида, я бы сказал, это отлично. Я на самом деле могу поставить себе сейчас фулл друидов.
И что это будет? Хрень какая-то будет. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, там Лина в двоечку пришла молодому. Мгм. А мне Болтецкий пришел. Ну ладно. Кстати, ребят, я микрофон перенастроил, и я хочу узнать от вас, как меня слышно, насколько качественный сейчас мой голос и тому подобное. Потому что последние несколько роликов у меня микрофон сбился максимально из-за OBS, и я теперь не могу настроить его нормально, как было до этого. Потому что мне кажется, он как-то захлебывается. Я уже чувствительность микрофона понизил, децибел, усиление. То есть я все сейчас перенастроил по максимуму, все, что только мог. То есть все, что мог, и все, что не мог. Все, что можно, и что нельзя. То есть мне нужен от вас фидбэк полноценный, как меня в принципе слышно. Не захлебывается ли сейчас микрофон? Потому что до этого он реально дико захлебывался и были лютые проблемы. Поэтому от вас фидбэк, от меня дальше контент. Вот и все. Я очень надеюсь, что это не микрофон полетел, потому что я веб. Это прикол такой? Лон друид на 8 раунде? Ты мне намекаешь, чтобы я сейчас сыграл через суммонов? О, кстати, я не записывал суммонов в этом патче. А давайте так. Вы мне в комментариях напишите, хотели бы вы увидеть суммона в этом патче. Хотели бы вы увидеть ролик с суммонами через зверей? В самом деле, это, наверное, единственная сборка, которая осталась, которая может спокойно, ну, прям напрягать нежить на 120%. Это, по крайней мере, мое мнение. Еще воины неплохо напрягают, но не настолько хорошо, вот как прям звери через суммоны. Я думаю, звери через суммоны прям дико напрягают. Короче, хотите увидеть... А, это хорошо. Я, наверное, все-таки попробую через эльфов сыграть. В принципе, можно было бы поиграть через эльфов. Марси отдаю Мьёльнир. И, возможно, ману плюс 40 я тоже ей дам. Или оставлю так. Серьезные против меня билды, конечно. Я бы сказал, опасненькие. Я просто еще думаю, как мне все-таки лучше поступить в этой катке, чтобы не получить по хребту сильно. И получилось красиво. Пум-пум-пум-пум. Ну тут чел через Лину, ну тут понятно, что он меня вынес. Там Лина меня за... Да, короче, все понятно. Мы сейчас будем играть через эльфов. Тут как бы гадалки не ходи, тут мы по-любому будем играть через эльфов, тут больше ничего и не придумаешь. Эльфы мне как-то идут. Ну, невооруженным взглядом видно, что они мне идут. Поэтому я буду в действительности пытаться играть через эльфов, там буду перестраиваться через АМ и тому подобное. И уже буду отталкиваться от ситуации, которая мне придет в конце. В принципе, надо смотреть еще на то, кто останется против меня. Если останется против меня нежить, то будет немного проблематично играть через эльфов. Так как у Муэрты там есть немного охотников, и все уклонения эльфов, они как-то до одного места. В самом деле, эльфов настолько, ну, не знаю, неоправданно нерфанули, как по мне, потому что через волшебников даже играть в тот, ну, в этом патче, когда у тебя куча охотников в каждой игре, ну, такое. Намного проще играть через воинов, нежели через эльфов. Они берут, нерфят эльфов. Зачем? В чем прикол понерфить эльфов, непонятно для меня. Я вот до сих пор не могу понять, зачем они нерфили эльфов. То есть, чтобы вы понимали, сейчас уклонение эльфов работает только на самих эльфов. И все. Ни на кого больше не работает. То есть, вы собираете 3 волшебника и собираете эльфов, а все. Лафа закончилась, играете только через эльфов, и тогда вы получаете максимальный бонус эльфов. А во всем остальном вы губозакаточную машину достаете и просто закручиваете. Непонятно мне это. Вот непонятно и все. Так, тут рыцари. Сколько тут рыцарей? Тут 4 рыцаря и... И. Только 4 рыцаря получается. Ну ладно. Это уже такое.
Если что, я делаю... Ну да, тут по-любому нужно играть через эльфов. Они мне неплохо идут. Не идеально, конечно, но неплохо. Можно было бы вообще через суммона играть. Через суммона было бы замечательно сыграть. Не знаю, я лондруида вообще хочу продать, чтобы выйти в НК, но может лучше взять уровень и выйти как бы в 6 уровень, поставить себе лондруида, либо же поставить 6 эльфов. Как же лучше поступить? 6 эльфов вроде бы сильно, но, знаете, я верю в эти 6% от панды. Мало ли мне сейчас какая-то темпларка придет, а? Вот мало ли мне какая-то темпларочка придет. Придет ко мне темпларочка, это же будет такой буст. Я бы сказал, это нереальное усиление будет. Кто вдруг не знает, то в этом патче у вас есть 6%, что если у вас стоит какая-то раса на столе союзная, то есть шанс, что вам придет Шторм Спирит. Да. Короче, если у вас есть какая-то раса на столе, то у вас есть 6% шанс, что вы призовете с этой расы какую-нибудь фигуру. Это может быть легендарная фигура, это может быть обычная какая-то фигура. То есть любая рандомная фигура с этого пула рас. Это первый момент. Второй момент. Если вам приходит панда, то у вас есть 12% шанс, что вам придут конкретно эти панды. И никакие больше другие. Но есть также еще 6%. То есть две синергии работают порознь. То есть как охотники, как рыцари, как духи. То есть работают порознь. И есть вот эти вот 6%, что вам придет еще одна панда, либо же еще какой-то чел из какой-то рандомной расы, которая у вас стоит на столе. То есть панды вроде бы сейчас прикольно, но тоже они очень зависят от рандома. И ты в один прекрасный момент понимаешь, что... Что? Кому-то приходит вертолетик на 5-м раунде, кому-то приходит на 3-м раунде убийца какой-то жесткий. Ну там прям вообще такой лютый рандом, что диву даешься. Панд, конечно, подняли и сделали их фиолетового тира, но, как по мне, неоправданно их сделали фиолетового тира. Кстати, кто видит сейчас мой фейс, я довольно-таки уставший снимаю этот ролик, так как это, объективно говоря, это не первая моя попытка записать новый контент. Кто хочет поинтересоваться, с какой попытки я записал какой-то контент, то откройте мой профиль, там есть записи, я никогда их не скрываю. И посмотрите, сколько попыток я потратил на то, чтобы записать какой-то разнообразный контент. Вот в текущей мете, патче, не знаю, как это назвать. В текущей мете. Тяжело играть. Вот буду откровенно честен. Тяжело играть не на мете. Вот тяжело и все. Хотите играть в кайф, идете в обычную каточку, но играете против ботов, потому что там докидывают ботов. Хотите играть потно, идете в ранговые каточки, естественно, если у вас король 3 и выше, потому что даже на ранге ферзь докидывают иногда ботов, но это бывает настолько редко, что прям диву даешься. Разработчики либо понерфили эту тему, либо же не понерфили, мне немного непонятно. То, что Мартет ко мне пришла, конечно, сейчас двойку, это хорошо. Это довольно-таки сильное усиление, почему бы нет. Я беру предметы сейчас как такое ощущение, что я играю через мортретку. То есть вот такие вот предметы. Ну, естественно, я бы такой, чтобы Марси мне в двойку пришла пораньше, и играть через Марси, но вряд ли получится. Посмотрим. Так, там 6 рыцарей собрались. Поздновато довольно-таки ему 6 рыцарей собрались. Я думаю, его там хорошенько распетляют. Хотя я помню, я когда-то ранних 6 рыцарей поймал, и было жестко. Но у меня там был Омник в двойку, Абадон в двойку, Трент у меня в двойку был или в тройку, не помню. Там у меня 6 рыцарей прям были люто заряженные, поэтому я спокойно тащил. Если бы были бы какие-то другие рыцари или весь стол в единицу, даже ранее, я думаю, на 6 рыцарях бы я откис. Неплохо. Так. Смотрите, что я могу сделать. Я могу сделать сейчас так. Мне эти предметы не нужны. О, а это мне надо. Вот это мне надо. Что я сейчас хочу сделать? В самом деле, я бы такой, чтобы продать эти панды и выставить 6 эльфов. Вот у меня есть желание, чтобы продать эти панды и выставить 6 эльфов. Или продать вот это вот Шторм Спирита и просто играть через 6 эльфов. Не совсем понятно пока что мне, как лучше стартовать. Просто я выражаю свое дикое фе, что разработчики немного эльфов все-таки понерфили. Я на самом деле собирал 9 эльфов, и я не ощутил вот этого вау.
Вот эта вот невидимость, которую они там говорят, что это обалденно, это круто. Мы вам добавили невидимость, когда у вас 9 эльфов. Я этого не ощутил. Вот, Муэрт в единицу, смотрите, что творит. Вы смотрите, что она творит. У меня сейчас не 6 эльфов стоит, но все равно это дико. Ты на это смотришь, и у тебя прям, ну, поджигает в одном месте. Так, Шторм Спирит. Ага, окей. Неожиданно, конечно. Кстати, если что, если у вас две панды стоит, то есть возможность, что вам придет не одна панда, а две панды. Это вдруг кто не знает об этом. Вроде бы прикольно сейчас через панд играть, но насколько же это стало рандомным? Дико рандомно, я бы так сказал. Ну, кстати, я думаю, ролик выйдет такой более-менее лайтовый, потому что все мои эмоции выгорели в предыдущих катках. Вот реально они выгорели. Я даже не знаю... Я даже не знаю, какими словами передать, насколько сильно они выгорели. Ну и ладно. Окей. У меня даже голос немножко сел. Я вот, чтобы вы понимали, катки, наверное, 5 сыграл перед тем, как записать вот ролик. Ой, что я сказал только что? Я думаю, вы меня прекрасно поняли. Короче, я сыграл каток 5 на запись. И поэтому у меня немножко сейчас такой, знаете, голос, он ну, как-то осевший чуть-чуть. Мои эмоции выгорели. Хорошо, что я сам не выгорел. В самом деле, вот напишите мне сейчас в комментариях, ни одного у меня такая тема, что хочется скипнуть этот патч. У меня уже 48 жизней, 50 монет, 7 уровень, почти 8. И буду откровенно честен, я недоволен тем, что у меня сейчас происходит на моем столе. Как-то слишком дико. Так вот, вопрос к своей аудитории, к моей аудитории. Вопрос на засыпку. Нет ли у вас такого ощущения, что вам хочется этот патч просто скипнуть? Вот скипнуть и все, не играть в него. У меня такое вот, знаете, вот где-то в середине есть все-таки. Он там челик играет сейчас через 4 шамана, вот и посмотрим, насколько это мощно и сильно. Шаманами я, конечно, дико недоволен. Как по мне, шаманов они убили. Теперь это, грубо говоря, как духи. Надо немного поролиться. О, вы гляньте, кто ко мне пришел. Я думаю, сейчас игра у нас начнется коварная. Ой, какая у нас сейчас классная игра пойдет. Так, мне нужно взять 9. И, кстати, один момент. Видите, есть у меня мом. Это маска 2-го тира, которая у меня находится сейчас на Луне. Ни в коем случае не кидайте в АЭМа. Если эта маска будет находиться в АЭМе, то он не будет активировать свою ультимейт. Вдруг кто об этом не знал, вот я вам сейчас просвещаю немного. Если вы кинете эту маску в АЭМа, он не будет использовать свой ультимейт. Ну вот гляньте, насколько жестко он выжигает ману и насколько жестко он накидывает. Вот гляньте просто. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. Боже, я этого Эма обожаю. Особенно, когда он рано приходит. Если он рано приходит, ребят, не скипайте его ни в коем случае. Это такая душнила сейчас. Ни одна фигура настолько сильно не душит, как вот этот АМ. Не, ну может быть кому-то там легендарная фигура с панды упадет, тогда да, там есть душнила много пожестче. Пум-пум-пум. Я думаю, все уже прощупали этого АМа. Но все же. Ни в коем случае не скипайте его. Сильный, очень сильный персонаж. А вот 9 эльфов это какая-то мусорка, если честно. Мусорка это чисто из-за того, что играют все на охотниках. Вот из-за того, что все играют на охотниках, очень тяжело играть на эльфах. Тяжело, прям невменяемо тяжело. Такое ощущение, что уклонение у вас вообще не работает против охотников. А особенно против новой Муэрта, которая накидывает вам 1 000 000 патрон вдогонку. Взгляд Азеса я бы хотел взять. И, наверное, я его возьму. Эта палка вообще такая бесполезная. Я не знаю, куда ее юзать. Вот серьезно не знаю. 2 предмета на минус броню. Спасибо, похавал. Я, кстати, взгляд Азеса отдам, если что, в Луну, потому что у нее будет вот эти прыжки, каждый прыжок давать
замедление скорости атаки плюс дебаф минус реген хп. Ой, что я только что сказал? Короче, будет замедлять скорость атаки и резать хп реген. Вот как раз против меня рыцари, они сейчас будут очень хорошо хилиться. Я им прям сочувствую. Так, что у нас тут? Чел нашел минера? Угу. И играет через шаманов. Угу. Знаете, я вот хочу спросить у вас, что вы думаете по поводу шаманов? У меня дикая... Ой-ой-ой, мне Хекс прилетел в ВМ, а еще и там Горн стоит. Ай-яй-яй-яй. Если бы только что Хекс не прилетел мне в ВМ, я бы спокойно его забрал. А так вот, смотрите, оп. Он мне своими шаманами душанул. Ну, благо, хотя бы не минус 30. Неплохой такой шаман мне пришел. Надо, кстати, местами сейчас поменять Эма. Так как там появляется Горн, а Горн агрит всех на себя в радиусе его тычки, то лучше Эма немножко влево поставить. А знаете, что можно попробовать поставить? Еще Фулл Горн. Как раз против меня есть охотники, а Фулл Горн, как-никак, он дает такие неплохие дебафы в виде обезоружия. Это раз. А во-вторых, это Агр Горн, Агр Горн, который агрит на себя в радиусе. Боже, что происходит? Почему я выговорить адекватно не могу? Что за бред? Я вроде бы сейчас спокойно разговариваю, все такое, а все равно как-то выговорить адекватно не могу. Какой же это бред? Жалко, я им сейчас нормально закасить не смог. Так, мне нужен 9. Жалко нету сейчас 9 эльфов, хотел сказать 9 охотников. Там есть 9 воинов, это что немного проблематично для меня. Фулл гоблин там есть. Ой-ой-ой. На самом деле я как-то фулл гоблина не опасаюсь. Я больше опасаюсь охотников, и я больше всего опасаюсь это воинов, которые, ну, я думаю, тренд не сможет выхилить от воинов. Хотя, может, я ошибаюсь. Ну, посмотрим. Пока, кстати, поставлю шамана. Я шамана поставил чисто из-за того, что смысл мне от этих 8 эльфов. Вот от 9 есть смысл, а вот от как бы 8 не особо есть смысл. Причем это Мирана, я лучше поставлю вот этого шамана, который закасит свою AOE Silence. А неплохо так дамажит этот AOE Silence. Надо как-то попробовать будет этого шамана закерить в двойку. И именно закерить с хорошими предметами. Мне же интересно, что будет. Так, эльф, отлично. Так, все. Шамана этого скипать я не буду. Я, наверное, попробую горн еще найти. Угу. Вот, кстати, приходят. Хотя, может, лучше их продать и выйти в денежки. На самом деле, посмотрите на мою абсурдную ситуацию. У меня 24 хп. 24 хп, 24 раунд. Угу. А Эма в двойку даже не видно пока на горизонте. Ничего страшного. Поставлю, может, шаманов еще сверху. То есть я сделаю как? 4 горна и 4 шамана. Будет прикольно, как по мне. Эх, селедка только что. Ой, неприятно сделать селедка. Ой-ой-ой. Ладно, против воинов все-таки на эльфов играть такое. Против воинов на эльфов не особо не поиграешь адекватно. Так как твоих иллюзий... Ой, у меня 14 хп осталось. Ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо, хотя бы тренд ко мне пришел. Обидно, что не пришел никакой даже волшебник. О, 9 охотников. Сейчас, походу, в Next поеду. Но благо пока что нежити фуловой нет. Аж удивительно на самом деле, что нету никого в нежити. Есть охотники, конечно, но
как-то удивительно, что нету никакой нежити. Обычно к такому раунду уже выкатывается 9 нежити. Ультра везучий персонаж, который играет через 9 нежити. Че я хочу сказать 9 эльфов? Я сам играю через 9 эльфов. Отстань, а? О, а где мой АМ? Марси-то ладно, АМ где? Я, кстати, поставлю фулгорн. Я вообще, может быть, сейчас сролюсь, потому что у меня нету ситуации адекватной. Вот ее нет и все. Бус я возьму. Я хочу попробовать найти предмет 4-го тира колечко. О, теперь сейчас начнется контент. Ребята, если есть возможность, берите это кольцо, если у вас есть на кого агрить, либо у вас есть мейнкерри. Вы сами все поймете почему. Я надеюсь, в этом ролике у меня получится вам показать, почему это колечко настолько имбалансное. Вот теперь, кстати, оп-оп-оп, сюда, так, это продать, это выставить. Мне нужен хан. Мне нужны хорошие охотники, и мне нужен хан. Ой, охотники, мне нужны хорошие шаманы. Так, контент пошел, смотрите, как АМ душит. Им сейчас не попадает. Еще и башер сработал, ты что, прикалываешься? Так, вот так хорошо. Это хорошо было. Мне бы Эма в двойку. Давай Эм в двойку, ну. Пора Эма в двойку. Так, отлично, усиление есть. ЦМ-ку беру. Так, денежки есть, АМ купился, отлично. Автобай на АМ, хорошо. Кого мне не хватает? В самом деле мне не хватает хана. И АМа в двойку мне не хватает. Вот двух этих персонажей мне сейчас дико не хватает. Все остальные персонажи это посредственные персонажи. Мне нужна АМ в двойку. Я бы еще не отказался от ЦМки в двойку, но мне нужна АМ в двойку. Так, ну-ка. Вот, оцените импакт этого колечка. Вот оцените и все. Меня легионка не пробивает сейчас. Она пробивает, ну прям грамм. Вот грамм и все. Она не может ничего сделать против меня. Еще везет то, что я не бью челов с маной. Бил бы я сейчас челов с маной, там была бы беда. Полноценная беда. Вот, смотри, что сейчас будет. Смотри, оп. Пошел контент, пошел. Чпуньк. Смотрите, взрыв. Мне нужен агоним. Мне нужна скорость атаки, мне нужен агоним. То есть мне нужно сейчас МКБ, мне нужен агоним, маска 5-го тира. И все. И контент пойдет. Пойдет такой контент, что прям всем контентом контент. Мне нужен такой М. Мне нужен АМ в двойку. Ну приди, АМ. Ну 28 раунд, пора. Давай. Ну, АМ. О, отлично. Я, кстати, сейчас расстановку поменяю. Поставлю как-то так. Все, для фулл комплекта мне не хватает только хана. Придет хан, то пусть сушат весла, потому что я пойду за их душами. Единственная какая проблема, это, наверное, будет чел на воинах. Я его сейчас никак не буду пробивать, скорее всего. Не, ну сейчас нормально. Обидно, что тут есть пару человек, которые играют не через ману. Так, ну вот. Так вот, Муэрта, чпуньк. Боже, как я обожаю это кольцо. Как же я обожаю это кольцо. Так, сюда. Мне в целом можно денежки покопить. У меня, в принципе, все хорошо. Единственное, что мне нужно денежки покопить. Мне нужно выйти в 10 уровень. Надежда умирает последний. Шанс 3% на легендарную фигуру. Ну не подкачай меня, рандом, а.
Ну сделай мне подарочек, чтобы не хан пришел сейчас. Я и так почти на последнем месте, и так почти вылетел. Серьезно там, 9 воинов, это серьезно. Серьезная проблема нарисовалась так-то. Вы посмотрите, урона просто нету от охотников. Им не хватает урона, чтобы меня пробивать. Смотрите. 0. Как вам колечко? Не имбалансное? Дичайшая имба это кольцо. Дичайшая. Опять Башер сработал. Второй раз подряд Башер... А, ну все, пока. Все, пока. Я думаю, челу дико обидно было. В общем, когда вы получаете это кольцо, вы получаете 120 блока. Большинство охотников вас пробивать не будут. Я не буду рисковать пока что ролить боссы. Вот после раунда с мобами я попробую рольнуть. А так пока нет. Так что, ребят, смотрите. Есть возможность, берите это колечко. Против охотников спасает «Будь здоров». Единственное, что против Мэрты немножко тяжело работает из-за того, что у нее есть доп. Урон. Ну, кстати, там чел собрал себе 6 шаманов на 10 уровне в двойку Шторм Спирит. Ого, ой, Шторм Спирит. Шторм Шаман. Сильно. Но в самом деле я шаманов не люблю. В предыдущем патче я обожал этих шаманов, а в этом патче я дико недоволен. Я уже 1000 раз говорил об этом. Ну, тоже такое. Дело третье. Я, кстати, сейчас на левую сторону перекинул АЭМа, так как на правой стороне там есть множество людей, которые с пассивками, а АЭМу лучше всего бить чуваков, которые с маной. Тогда будет максимальный импакт. Мне бы сейчас какой-то, знаете, МКБ упало, либо БКБ. Нет, лучше МКБ. Там нет ни единого мага, поэтому лучше МКБ. Мало ли у кого-то будут шальные там уклонения. Бредятина упала. Так, давай. Всевышний бог рандома, дай шмотку. Отлично. Так, надо теперь предметы скипнуть. Эти предметы неплохие, но мне нужен агоним. Я рольну. Ну, Радик тоже неплохо будет. Почему Радик неплохо? Потому что это будет пассивный хп-реген, независимые от тычки, плюс это чистый урон. Поэтому, в принципе неплохо. Как же я надеюсь на Хана? Да даже на ЦМ-ку в двойку я уже надеюсь. Я уже не надеюсь настолько сильно на Хана, как надеюсь на ЦМ-ку в двойку. Она у меня в единицу стоит с какого раунда уже? Так, ребят, давайте опрос. На каком? Вот, не так, не на каком. Боже, как приятно наблюдать, насколько АМ душный. Ой, как я бы... Вот мне новый М мне нравится на 120%. Просто лучший. Лучший керри сейчас. Ой, там чел на шаманах. А, не вылетел. Это не чел на шаманах вылетел. Это другой вылетел. Короче. Кстати, отметка божественности. Так я поставлю немножко богов себе. Почему нет? Пусть у меня Торрент намного чаще кастует свою способность. Я только буду рад. Я только буду рад. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что вот на текущий момент напишите мне в комментариях, какой шанс победы в этой катке. Я ставлю 50%. Я, в принципе, сделал себе самого лютого керри этого патча. Ну, после Муэрты, естественно. Поэтому напишите мне процент, выиграю я или нет. Вот как вы считаете? Так вот, воин пришел. Вы гляньте, что творит. Вы посмотрите на это. Это ж нереально.
Жестко. А каким образом ты... Он мне эмо шотнул. Ой-ой-ой. У него там было 120 брони. Вот как он меня уничтожил. Но все равно непонятно мне одно. У меня был взгляд Азеса. Каким образом он меня, ну, так выносил жестко? У меня был взгляд Азеса. Каким образом ты меня так жестко выносил? Как ты так регенился? Меня иногда этот взгляд Азеса... Ну, мед. Вот это мед. Знаете, что теперь? Теперь мне нужно просто брать и апать уровень. Я сейчас поставлю вот такую расстановку и вот такую синергию. У меня будет 4 бога, 4 горна, 4 шамана. И мейн керри АМ. Мне нужно взять 10 уровень, чтобы выставить рента, либо же поставить 4 орка. Одно из двух. Мне бы Аганим. Почему я так хочу сильно Аганим? Потому что он даст к навыку +1. У меня АМ будет каждую плюшку давать свою способность. Свой ультимейт. Чпуньк. Чпуньк. Боже, какая это душнила, не АМ. А, кстати, Трекса неплохо так пробивала. Так я его выкинул. Вот еще один вылетел. Отлично. Все, мы остаемся теперь с меньшим количеством персонажей. Отлично. Мне это нравится. Жалко, кстати, я против этого шамана не попался. Мне интересно... А может и попадусь сейчас. Если он сейчас вынесет воина, будет замечательно. Жалко. Жалко, что не вынес этого воина. Обидно, я бы сказал бы. Ну, что ж. Так. Рискнуть? Скипнуть отпечаток? Он мне особо все равно не нужен, этот отпечаток. И можно было бы рискнуть. Ладно, маска тоже неплохо. Маска тоже не будет плохой. Я вот, кстати, спрашивал в предыдущих своих роликах, работает ли цепочка и маска воедино. Дают ли они вдвоем хп реген? Вот что меня интересовало. Вот напишите мне, стакается ли бы хп реген и работают ли эти две шмотки друг отдельно. Ну, мне сейчас опять воин вынесет, да? Ну, пока не так сильно. А безоруж прилетел. Он меня душит. Даже маска 5-го тира мне сейчас не помогает. Вот посмотрите на эту тему. Какой там взгляд Азеса, какая там маска 5-го тира. От хила 0. У чела нету ни взгляда Азеса, ничего, он меня душит. Серьезно? Мне дичайший сейчас нужен Аганим. Дичайший нужен. Будет Аганим, будет все замечательно. Не будет Аганима, будет все очень плохо. Думаю, с Аганимом я смогу его затащить. Без Аганима нет. Ну, будем надеяться на то, что мне Аганим придет. И будем надеяться, что сейчас чел второй не вынесет меня на 9 охотниках. Хоть у него там и жесткий охотник, но я надеюсь, что он меня все-таки не вынесет. У меня есть фулгорн, который будет тебе без оружия накидывать, который будет тебе сайленсы накидывать. То есть он тебе все будет накидывать, лишь бы ты не вывез в топ-2 и там и так далее. Ну, не вынес меня хотя бы. Вот такой вот АМ у меня, и прикиньте, воин меня все равно пробивает своим отражением урона. Это бред. А что мне еще за шмотка 4-го тира нужна была бы? Я вот сейчас так думаю, и думаю, и думаю, и думаю. Какая шмотка мне еще нужна? Но эти предметы все у меня есть, они мне не нужны объективно. Судебный жезл, в принципе, можно было бы, но не особо хочу. В принципе, плюс... ну БФ, кстати. БФ, кстати... Я рискну. Знаете...
Пошел контент. Вот сейчас пойдет месиво. Ну что, ребята, покайфуем? Я думаю, мы с вами сейчас, ох, как покайфуем. Ох, какие вы рады будете увидеть этот Аганим на Эме. Вот оцените сейчас эту мощь. Оцените мощь АЭМа под Аганимом. Ну давай. Так, воин пришел. Ты первый пойдешь, да? Чпуньк, чпуньк. Боже, что творится? Вот теперь это мощь. Так, первый раз воин пошел, гуляй. Шикарно. Так, охотник от кис, не сомневался. Беру уровень и поставлю сейчас шамана. Мне больше особо и некого поставить. Хан как бы есть. Можно было бы хана взять. Ну, в цемку я как бы не особо верю. Так, ну что, молодой, ты готов? Ой-ой-ой, а у Кунки там БКБ. Как мы видим, под БКБ я ману не выжигаю ему. Как приятно над этим наблюдать. Минус 29. Все, можно просто руки за голову сейчас закинуть и кайфовать. Эх, ну что, молодой. Я думаю, тебе даже расстановка сейчас не поможет. В самом деле, что нужно для эмо? Скорость атаки, аганим, маска 5-го тира для отхила и обязательно кольцо 4-го тира. Ну и МКБ, чтобы попадать. Поменял расстановку, думает, это поможет ему. Чпуньк, 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 чпуньк. Ну, чпуньк. Я ни капли не сомневался в своей победе, ребята. Ни капли. Снова ферзя, кстати, взял. Последние ролики я только и беру ферзя, по-моему, да? Сколько раз я уже ферзя взял за последние ролики? Ну-ка напишите. По-моему, раза 4, если я не ошибаюсь. Красивая. Очень красивая. И такую муэрту разорвал. Боже. Но это было круто. Это было очень круто. Так, ребята, я сразу хочу сказать, напомнить вам вопрос. Во-первых, как звучит мой микрофон сейчас, в отличие от предыдущих роликов? Это первый вопрос. Второй, даже не вопрос. Хотя нет, вопрос. Как работает мантия короля в текущем патче? Я пытался этот предмет и так вертеть, но не получалось у меня проверить, насколько сильный этот предмет. Поэтому вопрос к вам, жду от вас ответ. Третий момент. Я дико извиняюсь, что ролик мог такой, знаете, очень спокойным быть, безэмоциональным. Я хочу, чтобы вы просто меня поняли. Я до этого пытался раза 4 записать ролик, но из-за того, что были лютые, ну, короче, какие-то были моменты, я думаю, вы сами понимаете, 4 раза подряд попытаться его прокомментировать с эмоциями совсем, эмоции немножко выгорели. Поэтому давайте сделаем так. Будущие ролики я буду подготавливать заранее, с эмоциями, чтобы было все, то есть, чтобы было все в порядке, а не так, что я выгляжу так, как будто меня 3000 лет держали в подвале, а потом выпустили, и я на свет такой с закрытыми глазами вылажу. Такой, как будто в первый раз людей вижу. Ну, в принципе, все. Я скажу так. Шаманы в этом патче useless. Мне они не нравятся, сложно собираются, очень некомфортно на них играть, потому что им нужна мана, чтобы они перевоплотились. То есть, пока они не активируют свою способность, они не перевоплотятся. Это такой тупизм. Ну, это не знаю, зачем разработчики это сделали. Идея классная была шамана там апгрейдить немножко. То есть, я бы на их месте оставил бы шаманов как есть, но добавил бы им то, что предметы перевоплощаются. То есть, как они это сделали при 6 шаманов сейчас. Короче, я дико негодую с текущего патча. Ну и который вопрос я вам задал, это не хотите ли вы скипнуть этот патч? То есть, нету ли у вас такого желания где-то внутри? Потому что у меня оно как-то, знаете, подкрадывается прям снизу и прям за горло берет. Не знаю, с чем это связано, может...
Да не знаю, с чем это связано. Просто душный патч и все. Душный патч. Я привыкну, как-то приспособлюсь к нему, но пока как-то так. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте поставить свой лайк и комментарий, а также подписаться на мои каналы, потому что цель на ютубе у меня 5000 подписчиков, а на телеграме 1000. Телеграм закреплен в комментариях. Всем удачи.